Мы вам в этом выпуске покажем жизнь в Буэнос-Айресе, окунемся в атмосферу, как здесь живут люди, какие достопримечательности есть, как устроено все в этом городе. То есть мы с вами проживем один день в Аргентине, посетим парки. И начнем мы вот с этого замечательного места. Это одно из самых известных мест, таких тусовочных. Это китайский городок. И сейчас мы посмотрим, что там происходит. Поехали! На входе здесь нас сразу встречают охранники с Бали. А тут есть какой-то шарик еще, который нужно крутить. Видимо, на удачу. Да, мне тоже кажется, что на удачу. Смотрите, как интересно здесь, как в Китае. Вот мы были в Китае, здесь по рукам, по капиллярам смотрят. Типа делают анализ, чекап организма. Но, как обычно, я просто знаю, как это происходит. Вам показывают, что у вас очень плохие капилляры, вам срочно нужно лечиться, и вам срочно нужно купить какой-то продукт. В Китае было, на Хайнане то же самое. Этот район называют Баррио Чино, и все считают, что это китайский район, хотя он относится к азиатским общинам. И вообще азиатская община в Буэнос-Айресе, в Аргентине, это всего лишь 0,5% от общего населения. И здесь не только китайцы, здесь очень много азиатских разновидностей людей. И преобладают, конечно, тайваньцы. И вот то, что мы сейчас видели здесь, да, они прям похожи на это. Также приходить сюда стоит лучше в будний день, когда нет праздника, потому что здесь очень много людей, особенно ближе к вечеру. Здесь стоят огромные очереди, толпы в эти магазинчики, в кафешки. И сейчас мы на самом деле посмотрим, что здесь за магазины и какой здесь стритфуд. Здесь располагается очень много китайских магазинов, именно магазинов с продуктами из Китая. Давайте зайдем, посмотрим, что там предлагают. Тем более, я совсем недавно был в Китае. Так, здесь я вижу что-то, чьи как будто русские, а не китайские. Нет, давайте пройдем дальше. Очень много людей, потому что воскресенье. Так, что здесь есть? Специи различные. Так, но пока китайского особо я здесь ничего не вижу. Все как-то аргентинское. В общем, в этом магазине была ложная тревога. Это не китайские товары, это просто обычный магазин, как и любой другой в Аргентине. Идем искать дальше. Нашел я китайский магазин, ну, именно с китайскими товарами. Сейчас мы посмотрим. Вот здесь уже сразу видно, как будто бы я попал в Китай, действительно. Все на китайском языке. Сейчас что-то знакомое найду. В общем, магазин такой большой. То есть, если кто-то очень любит китайские товары, вот я сказал бы, их не очень люблю. У них специфический вкус на все. Тут разные овощи, сухофрукты. Ой, а это что-то не очень. Куриные лапки они очень любят, да, кстати. Мясо. Давайте посмотрим. В общем, много мяса. Рыба у них без слез не взглянешь. Я даже, наверное, покажу, чтобы видели, что... Но как бы по сравнению с нашей рыбой здесь рыбы нет. И по сравнению с Бали, здесь морепродукты выглядят очень не очень. Но они покупают. Самое интересное, они это покупают, едят, но мне не очень заходит. Так, что по ценам, кстати? Лангустина. 1500 рублей за килограмм. Вот такие некрасивые креветки. Двигаемся дальше. Вот есть гребешки. 9200 где-то за полкило, что ли, да, полкило. 43 тысячи песо. Это значит у нас килограмм гребешков около 4000 рублей. Ну, может, 3800. Так, ну это все у них по классике. Здесь у них с овощами очень все хорошо. И с зеленью. А, вот самое интересное, это вот обычные крабовые палочки стоят около 1000 рублей. Такая себе история. Ну и креветки. Тоже не ахти креветки. Получается около 1500. Так, смотрим, что еще есть. Вот здесь я вижу совсем китайские товары. Пожалуйста, упаковка дошиков. Если что, 700 рублей упаковка дошиков. Ну, я вот вам просто показываю цены, чтобы было понимание.
обычные дошики, вот 400 рублей, там 380, может, рублей, 180, 170. То есть примерно такие цены. Я примерно вам округляю. Все. Тут лапша разная. Где самые китайские-то? Вот они, самые китайские товары. Ну, каждая упаковочка, в общем, вот, смотрите, 350 рублей, 350 примерно. 700. Какие-то семечки непонятные. 300. Это тоже 300. Какой-то жареный. По 350 рублей какой-то жареный, наверное, анчоус. Я не знаю, что это такое. Ну, по сравнению с Китаем... Сейчас давайте еще посмотрим. О, соджу. Я нашел соджу. Это, конечно, корейская тема. Соджу. По 450 рублей бутылочка соджу получается. Это же соджу? Да. Разные здесь напитки. Сейчас мы попробуем здесь двигаться дальше. Лимонадики. Обычные лимонадики по 300 рублей. Эти по 200 рублей. Это я так просто показываю, потому что сейчас я объясню, почему. Все дело в том, что я только вот недавно был на Хайнане, и там ценники, чтобы вы понимали, ну, примерно вот такие напитки, вот эти маленькие упаковочки все по 20, 30, 50 рублей, ну, максимум 100 рублей. Там такие копеечные цены просто. А здесь, ну, конские. То есть в Аргентине китайский городок круто, конечно, но китайские товары покупать здесь в китайских магазинах, ну, тем только, кто любит тратить деньги, вот просто, ну, сорить деньгами, как говорят, да, тогда, да, не вопрос. Те, кто не любит переплачивать, точно нет. Следующий посетим Каса Чина, посмотрим, что здесь есть. Тоже, кстати, магазин, что-то готовят, вот, кстати, это интересно. Очень вкусно пахнет. Какие-то сладкие штучки. Но мы сладкое не особо едим. В принципе, здесь, наверное, все то же самое. Вот это точно китайские большие такие из рисовой муки штучки. А вот так выглядят у них роллы, посмотрите. То есть так выглядят роллы, и это стоит 1000 рублей. Вот один такой ролльчик 1000 рублей, вот другой тоже 1000 рублей. Они еще интересно пишут в долларах. Вот видите, песо они пишут как доллары. То есть 11 500 песо, а выглядит как будто 11 500 долларов. Видимо, они так расширяют свое финансовое мышление. Так, посмотрим. Кока-кола, кстати, вот чтобы вы понимали, просто у них Кока-кола стоит тоже 150 рублей, маленькая баночка. Где чаи? Меня интересуют настоящие китайские чаи. Но в этом магазине, правда, можно найти все. Любые китайские специи, да вообще любые. Любые соусы. Тут огромный выбор. Пожалуйста, там табаско, какой-то Ghost Pepper, ширачи, чего тут только нету. Все кисло-сладкие соусы, паттайи, терияки, в общем, все есть, абсолютно все. Это, конечно, удобно, но ценники, прям скажу, кусаются. То есть, пожалуйста, какое-то масло, типа 1100 рублей, там. Любые соусы 500 рублей, бальзамик 400 рублей. Ну, такие они как бы на любителя. Здесь у нас что-то вот знакомое, терияки, видимо. Вот, пожалуйста. Соевый соус, вот, соевый соус, чтобы просто понимание было, где-то рублей 750. Вот такие ценники в местных магазинах. О, вот это вот у нас запрещеночка. Джемы, у них, кстати, джемы прикольные, made in Аргентина, и часто написано, что они сделаны в Патагонии, потому что Патагония это у них считается севером. И они, конечно, оттуда возят разные ягоды, делают варенье. Вот так. Ну, в принципе, все остальное примерно то же самое. Вот это я вообще не понимаю, что это такое. Просто что это? Тофу какой-то или что-то. Ну, китайские товары, они всегда необычные. Смотришь на них и поначалу ничего не понимаешь. Все нужно переводить. Но сейчас мы не будем это делать. О, а вот это интересно, смотрите. Только что кто-то шевелился здесь. Смотрите сейчас. Вот он шевелится. Ого. Я первый раз это вижу. Я даже попробую потрогать это. Вы когда-нибудь видели такую моллюску? Напишите обязательно в комментариях. Вы ее пробовали? Мне кажется, даже это, наверное, может и вкусно.
Прикольно. Нава Джуэлла какая-то. Получается, 1500 килограмм стоит. Даже попробовать можно. Интересно. Ой, а это что? Это же морской... кто-то там. Морской пенис, короче. Скорее всего. Ну, в принципе, остальное все вот тоже опять очень и очень выглядит. Смотрите, вот это максимально меня удивило из китайских товаров. То есть это нори, это морские водоросли. Вот такая упаковочка. Ну, что и в Корее, в принципе, в Южной я их видел, что в Китае. Здесь, смотрите, цены 900 рублей. Вот это какая-то, ну, совсем тусклая соломка, типа 350. Вот эти штуки я прям в Китае покупал, они меньше 100 рублей, что-то такое стоят. Здесь они по 1100 примерно. Вот представляете, какая разница просто по сравнению с Китаем. И, кстати, самого главного я так и не нашел. Это, конечно, настоящий китайский чай. Есть какие-то пакетированные, но в Китае такого вообще нет. То есть там всегда тигуанинь, дахунпао, все эти чаи, они всегда на развес и всегда просто такие свежайшие, такие вкусные. Здесь вообще нет такого, конечно. Заходим еще в один магазин. Так, я надеюсь, мы тут проедем с коляской. Ты видела, какие грибы прикольные? Ага, мухоморчики. Да. Авокадинки какие-то беременные, пузатые. Ой, ну тут куча всяких китайских масочек. Корейских даже, наверное. Или даже корейских, да. Для губ с коллагеном. Патчи. Твоя тема. Да, но моя тема professional cosmetics. Тут- А это так. Это так, деревеншинал косметик, да? Ну так, побаловаться. Все красиво, ярко. Так, Дальше едем пойдем дальше. посмотрим. Это какая-то какашечка, по-моему. Да? Или... Сейчас. Нет, это для маты. А, точно, А, это колобаса. Колобаса. Точно, вообще Надо прикольно. вот- Вот это, кстати, классный подарок для кого-нибудь, да, такой? Так, пермису, Типа пермису. аргентинский, прям олицетворяет. Да. Мы вам еще расскажем про маты и покажем, как это происходит. Да. Вот видите, да, сколько народу здесь, как приходится ходить. Народу, конечно. Но выходной день не самое удачное время. Игрушки у них интересные. О, вот эти китайские котики. Да, которых ты А поснимала. за счет чего они, кстати? За счет магнитов, да, там машут? Ну, видимо, да. Вечный двигатель какой-то. А может, батарейки просто. Если вы знаете, напишите нам. Мы не знаем, как они двигаются. О, это наша тема. Да. Это мы любим. Смотри, такое еще главное есть, да? Интересно, смотри, какие они веселенькие. Да, Вот это вообще классный. Улыбается. Смотри, как Дема. Похож на Дему? похож. Такой же лысый. Такой же лысый и также улыбается. Вот колобасы, чтобы вы понимали, мы покажем. Пока что вот колобасы продаются. Причем, конечно же, с футбольными тут клубами. Да. Все как надо по-аргентински. Фильтр трубочка. Да. Вот такая идет А нигде не в достать. наборе. Вот. Ну вот, в принципе, Здесь можно другая. достать. Да. Чтобы не попадала вот эта вся труха, вся трава, только жидкость. И у них, кстати, интересный факт. Как вот у нас курят кальян, передают трубку, но у нас хотя бы меняют мундштук, да, то здесь не принято. Здесь вот они все садятся и все с одной трубочки пьют. Мы даже как-то вот были на дегустации, ни у родственников, ни у друзей, то есть просто проходили мимо магазина, который предлагал дегустировать, и нам заварили маты, и он мне дает вот эту трубочку, пей. И я так, а сколько людей, интересно, уже пило через нее. И, в общем-то, собственно, они с одной колобасы, с одной трубочки всем дают, и никто, видимо, ничего не боится, не знаю. Конечно, Ну, так это у них принято. То как-то есть так, да. это у них считается, что ты уважаешь, что это Да, да, по-семейному. знак Ты не, как это говорится? Не брезгуешь, Да, когда ты не брезгуешь, Ну, и как бы вот так у них Ну, это, знак да. уважения, А да. если что- вдруг ты не пьешь, тогда ты не уважаешь, как бы, типа, Да. ты брезгуешь, ну и Ну, в все. общем-то, мы попробовали. Оскорбление чуть ли для Да. них. О, смотри, снова кожу продают. Она здесь, кстати, отменного качества, настоящая, потому что у них же огромное количество коров. Мы недавно ездили на океан за город, и просто на протяжении
сотен километров мы встретили миллиард, наверное, коров. У них очень хорошее вкусное мясо и, соответственно, качественная настоящая кожа. Но она достаточно грубая. То есть она настоящая, но вот те же вот эти вот кошелечки, обувь, не знаю, обувь она просто деревянная. Ну вот она как бы натуральная, но, мне кажется, не носибельная вообще. Да, они ее не Да? обрабатывают, они просто берут чистую Просто кожу и делают. да. Но эту кожу просто не убить, по ней даже Да, ну, вечная. сразу же видно, что она вечная. То есть вот я сейчас просто покажу, вот берешь такую штуку, ну видно, да? Вот она как выглядит настоящая кожа. Это точно смело стоит брать, если что-то кожаное нравится и хочется какой-то кошелечек или ремешок, это будет вечно служить. И А ты стоит видел дешево. кошелек, смотри, в виде куртки кожаной. Ой, прикольно вообще. Аргентина. Ой, вот это классно. Да? Интересно. А cuánto cuesta? 18. 18? 8. А, Ocho. 8.000? 8, Acá 8. es fabricante al público. Todo fabrico yo, es todo trabajo de autor. Esto es fabricante. Аргентина. Фабриканты, в общем. Брелок. Классный брелок, прикольный тоже. Да. Мы пришли в стритфуд-зону. Здесь очень сексуальные вафли. О, запрещенка опять? Запрещенка. Кон элада с орео печеньками, с мороженым, с мармел-шоу. Маршмеллоу. Маршмеллоу. Мармел-шоу это Мармел-шоу. сильно было сейчас. Обязательно это оставим и покажем. Давай посмотрим, там еще должен быть классный стритфуд, который я хотел попробовать. Это вот что-то такое. Так, вот тут кушают, очень вкусно. Это вот что-то вот там на палке. И мы сейчас вот здесь китайское попробуем что-то. Или здесь, или дальше. Вот китайцы, они всегда вот так на шпажках, на деревянных, все накручивают, там курица в тесте, в кляре. Ой, помнишь, мы вот И эти жарят. штуки ели Сейчас где я мы? покажу, подожди. в Китае были когда, на пересадке. Да, так вот это все китайское. Я тоже такие кушал на Хайнане. Надо что-то заказать, я что-то хочу съесть. Да, давай. Самый главный путешественник, конечно, все просыпает постоянно. Ты посмотри хотя бы, ты в китайском городке. Вот представляете, он-то ничего не видит даже. Я потом ему буду говорить, когда он подрастет, что ты был в Буэнос-Айресе, ты был на Сокотре, ты видел то, ты видел это. Мы тебя уже свозили везде, а теперь ты сам. Когда-то он, наверное, это посмотрит. И скажет: пап, ты что, не оборзел ли? Я же ничего не видел. Смотрите, что здесь мы еще нашли. Вот это вот шаварма. Вот такое заведение. Мне, конечно, очень хочется. Я соскучился по какой-нибудь такой штуке. Но я уверен, ее не делают тут вкусно, так как делают у нас в Питере. Еще очень интересно, у них здесь выглядит полиция. Смотрите, они такие прям крутые. Если мы где-то еще заснимем, обязательно покажем, какие у них байкеры. То есть они на байках BMW, на таких больших, такие крутые. И они очень добрые, то есть они постоянно улыбаются, они здесь постоянно помогают. Они даже помогают бабушкам переходить дорогу, чтобы вы понимали, какая здесь полиция. Позавидуешь, да? Я вот не Мы знаю. все выбираем, где поесть, и, конечно же, у нас есть определенный такой метод, который очень часто помогает нам в выборе. Это мы смотрим, где толпа народу. И вот здесь мы видим, что очень много людей, они сюда стоят, выстроившись в очередь. Здесь, кстати, тоже. Не знаю, сейчас посмотрим. Здесь рамены. Здесь вот такие супчики. А вот здесь очень много народу трется. Ну-ка посмотрим, что здесь происходит. Ой, здесь что-то... Смотрите, как выглядит это все. Это хот-доги. Пардон. Поки, Korean стрит-фуд. Корейская стрит-кухня. Здесь тоже еще есть. Сейчас посмотрим еще здесь. В общем, наконец-то мы определились. Нам даже вот ребята сзади сидят, кушают вкусный какой-то нереальный хот-дог. Вот из этой корейской стрит-кухни, и мы хотим попробовать тоже его, и обязательно скажем, насколько это вкусно. В общем, я смог разобраться на полуиспанском, потом все-таки поговорить на английском. У них есть, получается, такие большие хот-доги, это называется с моцареллой, с чеддером, либо еще сосиска отдельно, либо с моцареллой с сосиской, он говорит, причем немецкая, мне сказал, или чеддер сосиска. Естественно, мы выбрали вот это, потому что я люблю обязательно, чтобы было там мясо. И ждем, ожидаем. Скоро посмотрим. Мне кажется, это очень вкусно будет. Я все-таки добыл этот хот-дог. Выглядит он максимально сексуально. Он такой весь во фритюре. Походу, картошечка еще сверху натыкана. Он сделан вот так вот.
Я сейчас буду это пробовать. Еще один интересный факт про Аргентину. Всегда будьте готовы, что здесь нужно долго ждать. Я это ждал минут 25, наверное, 30, и это фастфуд, если что. Если зайти в какое-то заведение, можно прождать 1,5-2 часа свою еду. Но мне надо попробовать это обязательно. Приятного аппетита мне, да, точно. А если не дотянулся? Пока просто булка, да? Как пирожок. Как будто бы вкусный хлеб там какой-то, да, булка. Вот эта корочка хрустящая очень вкусная, но я хочу до сосиски дотянуться. Вот так вот к нам подошли ребята, увидели, что мы снимаем, и попросили наш канал. Subscribe. Опа. Здесь. This our family channel. Okay. Bye-bye. Bye. Have a nice day. Еще что очень интересное здесь, мы вот уже прожили 2 месяца самого холода, считается, здесь зима считается летом. Здесь все наоборот. Здесь, если что, солнце движется не по часовой вот так стрелке, а против часовой. Я когда это увидел, мне показалось, что что-то со мной не так. Что-то у меня в глазах двоится. Это такой факт интересный. А я хочу попробовать, я наконец-то добрался до сосиски. Она здесь, походу, вот такая, ну, очень маленькая. Я хочу попробовать. Ну, сосиска, ну, не вау, но вкусная. У них вот, потому что аргентинское мясо очень вкусное, поэтому даже какая-то, видно, что дешевая сосиска, но она очень вкусная. Блин, у них какой-то вот кайф тут с мясом, конечно. И колбасы вкусные, и мясо вкусное, все вкусное. Ладно, я буду кушать дальше. Мы пришли на параллельную улицу. Здесь 2 улицы расположены, прогулочные. То, что мы видели до этого. И здесь вот вдоль моста, получается, виадука, тут уже 2 улицы баров. Первый бар, который мы тут увидели, интересно, это джин-бар. Я такого никогда не видел. Сейчас я попытаюсь пройти людей. Здесь разливают только джин. Больше ничего нету. Все пьют, едят. Чего тут только нету. Бургерная. Хот-договская, кстати, огромная вообще здесь тоже. Здесь как-то посерьезнее все. Сырная. Смотрите, сколько видов сыра. У них, кстати, очень вкусный в Аргентине сыр. Как в Италии, можно сказать, и в Испании. Очень все выглядит аппетитно. Они прям едят такие. Тосты. Что это? Это тосты, 2 тоста и начинка между ними. Тостада кореана. Выглядит максимально фастфудно, жирно и вкусно. Но это только я такое могу. Просто прочувствуйте эту атмосферу. Здесь очень много людей, и все едят без остановок. Тут что-то просто вот раздают или дегустируют. Дегустация. Дегустейшн? Вкусно. Правда, с луком что-то. Я с луком не очень люблю, но вкусно. Здесь тоже раздают дегустация. Очень вкусно. Очень вкусно? Это картошка с сыром. Да? Ой, can you try it? Can I try it? English. English. Sí. Hablen inglés. Yo lo Do entiendo. you speak English? No? Entiendo. Oigo, escucho. Smith, Meat? vegetables. No sé cómo le dirán, vegetales. Vegetable. Carrot, Вкусно? Вкусно. Delicious. Да? Delicioso. delicioso. Что-то говорит. Непонятно, что говорит, но пойдем. Здесь даже расположен настоящий ресторан. По крайней мере, видно по фото. Очень аппетитно смотрится. Вот, если что, можно это местечко посетить. Нас очень привлекло внимание, конечно, сладкое. И это какое, корейское или что? Да, корейская. Я в Корее даже не видел такого. То есть здесь как бы что-то с мороженым, но это не выглядит как мороженое, это что-то другое. И оно очень сексуально смотрится.
мы не удержались и все-таки взяли. И чтобы вы понимали, какая жизнь в Аргентине, это стоит вот 9 миль, это 9, ну это 800 рублей примерно. Кто там тоже конделече хочет и ручкой держится, так интересно. Первый раз ручкой схватился. Не, говорит, не хочу конделече. Корейский десерт с манго. Мне кажется, это кокосовая стружка. А кто недоволен, он говорит, я тоже хочу. Я не через молоко хочу, я хочу так попробовать. Это вкусно? Да. Ну, это значит не мороженое. А что вот это? Это что-то... Это как лед. Вот попробуй, я не понимаю. Вот это интересно, что это такое вообще? Вообще не понимаю, что это. Это как будто из молока. Как будто молоко как в лед превращено. И сделана вот такая стружка. Не, ну это вкусно. В общем, наш вердикт, оказывается, сверху было мороженое, а вот это то, что снизу такая стружка, это какая-то просто вода. И мы решили, что вот в жару это кайф. Знаете, вот как снега поесть. Вот когда снега вкусно можно поесть в жару. Вот то же самое. Только сверху вкусно, внизу не очень. Смотрите, чем ближе к вечеру, тем народа становится больше. Тут вот модная шаварма. Мы пытаемся выбраться отсюда и двигаемся в сторону парка. Покажем вам очень классный парк и увидим статую свободы. Пожалуйста, не трогать написано. Прикольно сделано. Вот на второй улице здесь намного круче, поэтому надо всегда сюда. Если хотите какие-то кафешки, здесь все очень красивое, все очень аппетитное и здесь много народа. Поэтому понятно, что здесь готовят, наверное, лучше. Да, здесь прям классно. Такой движ. Кальмары на шпажках едят. Атмосфера, смотрите, какая классная. Четко китайская, азиатская. Тут увидели местное метро. Хотим тоже показать, как оно выглядит. Метро в Буэнос-Айресе. Вот столько тут веток. Кстати, очень даже, я бы сказал, большое. Чем еще хорош Буэнос-Айрес, то что в городе очень много парков. И вот мы покажем сейчас один из них, где мы знаем, что есть статуя свободы. Да. Смотрите, как местные отдыхают. То есть у них воскресенье это прям самый главный выходной день. Много что не работает в городе, и все люди отдыхают. Выглядит это вот так. Вот как раз мы рассказывали вам про мате, то, что они пьют из колобас. Вот так это выглядит. То есть они с собой всегда берут термос. У них у всех эти кружки, чашки, или что это как-то называется. И они попивают это мате. Где-то еще можно увидеть. Вообще они такие максимально культурно развитые. У них очень много проходит танцев. Вот прямо в парке, смотрите, такая площадка есть классная. Ребята круто танцуют. Вот. Вот, знаешь, интересно, у нас просто такого вообще в России не увидишь. У них очень много вот такой вот свободной торговли, много и хендмейд работ разных. Вот тут девушка явно что-то вяжет сама, Да. рамки для фотографий, да, какие-то брелочки. Ну, кто что продает. И обрати внимание, что это продают-то молодежь сидит. Оля! Вообще подростки, не знаю, кто это, школьники, студенты. Кто-то вот фенечки делает, да, кто-то вяжет, плетет. Интересно, и кто-то же покупает. Конечно, я думаю, Спрос они наверняка есть. у друг друга покупают. А вот фанаты корейской Аниме, музыки. кстати, да, они тут вообще фанатеют по аниме. Мы, конечно, совсем далеки от этого. Какие-то Максимально, смотри. сладкие корейские мальчики, выкрашенные в белый цвет, волосы. Ну тут такой движ. Да, видишь, вообще. Я помню раньше, в детстве, я фанатела по Бритни Спирс и коллекционировала все вырезки, какие-то наклейки, все, что связано с ней. И вот здесь они как раз продают вот постеры, наклейки. Да, это прям напоминает те времена. Напоминает 90-е. Ой, а кто-то, смотри, выпекает что-то. Да. Оля.
Улыбаются все. Вот тоже уникально у них то, что они все улыбаются. Да, От молодых до взрослых, пенсионеров, они да, все это улыбаются. очень позитивные люди, максимально. Это, в принципе, нам здесь очень сильно и понравилось. В отличие от нашего менталитета, здесь очень добрый, улыбчивый народ. Очень классно. Вот она вручную работу прям вышивает, видно. Она крючком вяжет. А, вяжет, да. Так красиво. Удивительные цветы. А где капибара-то, ты говорила? Даже Шрек есть. Здесь еще очень удивительные деревья. Они максимально большие. То есть видно, что здесь такой климат, что все растет просто гигантское. Там конца и края нет. Вот это дерево, например, просто огромное. Ну, это не передать на видео, но его не обхватит даже 3, где-то 4 человека. Все это типа соснового, чего-то такого. Это тоже огромное. Ну и вот, в принципе, то, куда мы шли, это статуя свободы. Расскажешь про нее, что ты знаешь, да? Да, я что-то знаю. Расскажи нам. Ну, я надеюсь, что это достоверные факты, прочитанные в Гугле. Отлично. Эта статуя свободы построена тем же архитектором, что и в Нью-Йорке. То есть это абсолютно точная копия. И она практически на месяц раньше даже была поставлена, чем в Нью-Йорке установлена. Да, вот такая вот она уникальная. Да, она один в один. Один в один. Здесь некоторые даже делают такие селфи-фотосессии, типа так раз, и она сзади, как будто бы там большая статуя свободы. Но у меня не получится, конечно, но что-то типа того. Выходим из парка, дальше смотреть на город. И смотрите, да, как удивительно. Вот такие у них интересные деревья. Даже на Бали не было таких пальм, чтобы такие стволы были здоровые. Ну и, конечно, забыл, как это называется, дерево. Фикус, да, наверное, какой-то фикус. Корни, конечно, уникальные. Еще очень интересный момент в Аргентине – это то, что они в 2020 году покупали очень много собак, когда началась пандемия, чтобы гулять. То есть они также были закрыты, как и мы, и для того, чтобы гулять, они купили себе собак. И теперь, естественно, у них не хватает времени, чтобы гулять с собаками, и есть вот такие специально обученные люди, которые собирают толпу собак с утра и выгуливают. Ну и из-за этого, конечно, у них вот эти все тротуары, они очень часто просто в какашках. Вот такой интересный факт. Смотри, вот опять сидят в кафешках пожилые люди. Вот интересно просто, у нас такого не встретишь. Конечно. Большинство занятых мест всегда в кафешках это люди, ну, примерно 55 плюс и старше, Да, и 70, я не знаю, ощущение, что и под 80 лет сидят. Утром стабильно они сидят за чашечкой кофе и медиалунасами. Это такие медиа, по-моему, это половина луны, да? Да, половина луны. Такие рогалики, как круассаны, ну, как только круассаны, маленькие. такие, ну, так понимаю, что они пустые, мы, кстати, до сих пор так и не попробовали. Да. Вот. А вечерами они сидят, попивают винцо, бабулечки, дедулечки. Просто на выходных вообще нет свободных мест в кафешках. Но для нас это пока загадка. Мы не понимаем, откуда у пенсионеров это, при том, что это стоит не 200 рублей. Ну, 1000 рублей кофе с медиалунасом, Да, как минимум 1000 да, рублей. как минимум, да, 1000 рублей. Просто мы не понимаем, откуда у них такая пенсия. Я вообще узнал, навел справки, у них маленькая пенсия, небольшая, то есть на наши деньги примерно 30 тысяч, там может быть побольше чуть рублей, 35, то есть пенсия небольшая, но у них много доплат. У них много доплат и много очень скидок местным, то есть если ты местный, если ты ДНИ, если там пенсионер там, и так далее, то очень много доплат. Но это удивительно, наши пенсионеры, правда,
Я не знаю, на хлеб с маслом тебе еле-еле позволяют, и то иногда не могут на масло позволить, а только на хлеб. Да. И там еще в аптеку зайти для них это как в бутик. То здесь пенсионеры просто кайфуют. Они прям, живут с кайфом, Они- правда. они живут Это вот ты счастливую правильно жизнь. подметил. да, счастливую жизнь. Смотришь на них и думаешь, ребята, окститесь, хочется сказать, давайте вместе вот так вот создавать капитал. Но это уже моя профессиональная деятельность. Просто нам нужно задумываться с молоду. Если нам государство не позволяет так жить, то мы сами можем себе позволить так жить. Ну просто смотришь на них и думаешь, блин, какие счастливые. На наших пенсионеров хоть одного увидеть 60 плюс в ресторане, но только если это бизнесмены, какие-то Да, еще бизнес есть. действительно. Или там сдают 5 квартир в Москве Мгм. где-нибудь, то тогда А сидят. молодежь работает, видимо, потому что молодежь-то не сидит в кафе. Да. Ну, молодежь редко когда увидишь. Походу, молодежь зарабатывает, чтобы они сидели в кафе. Да, да. Ну нет, это, конечно, шутка. Они, на самом деле, здесь многие, я думаю, имеют какие-то определенные капиталы. Это видно, потому что столько людей. Но вообще европейцы, американцы, вот эта вся история, аргентинцы, в принципе, похожи на европейцев. Я думаю, что у них есть какие-то истории с капиталами, они уже насоздавали себе, поэтому могут позволить себе так жить. Так что вот так живут здесь пенсионеры. А мы движемся дальше, и вот какие-то платаны видим. Мне так кажется, что это деревья так называются. А еще здесь можно переходить на красный свет, пока никто не видит. Пока Так, нет мне машин. кажется... А, нет, все нормально. Так, сейчас у меня здесь... Да, надо болото пройти. Вот. Вода все время где-то протекают у них трубы, все время чистая такая прозрачная вода течет. И еще один интересный факт, у них много бомжей. Мы, конечно, еще пока не встретили, но они вот прям частенько так смотришь на помойки, и у них там ковыряются Оттуда люди. кто-нибудь вылезает вообще. Да, а еще интересно, что иногда вылезают не бомжи, а люди прилично одетые. Да, да, прилично одетые парни молодые. Ну, то есть, в принципе, это не то, что там какие-то, не знаю, какие-то алкоголики там, да, то есть кажется, что обычный человек просто залез в мусорку и копается. Но Да. мы замечаем, что у мусорок столько еды всегда лежит, поэтому здесь бомжам вообще прекрасная жизнь. Во-первых, тепло. У них частенько просто вот на улицах лежат матрасики, прямо домики такие обустроены, матрасы, одеялья. И они лежат там с кайфом, у них полно еды. Вот с собачкой часто там лежит, он отдыхает, обувь снял рядышком, да? Да, без носков ладно, такой. ладно, там еда, одежда и так далее. Так у них еще цацки бывают, типа серебра и золота, Да, помнишь, да, видели? цацки Ну, видели, типа они да. наворовали там, наверное. С воровством тут тоже очень не очень, то есть что тут могут сделать? Ну, мы, слава богу, не сталкивались, но вообще то, что мы сейчас идем такие смелые с телефоном на улице, это вот мы, Максимально рискуем. это мы уже такие немножко расслабились, потому что когда мы только сюда приехали, у нас здесь живут несколько семей, друзей наших, несколько лет живут, и они нас сразу же предупредили, что, ребята, держите телефоны у себя где-то там. То есть я зачем-то сюда привезла кучу сумок, ну вот маленькую сумочку, чтобы в ней держать телефон, деньги. Ни разу я с сумкой по итогу на улице не вышла. Телефон или вот здесь храним, да, или я вообще в коляску запихиваю. Либо Дима идет в руках, его просто держит, и поэтому тоже нормально. Ну, да, но это говорю, что мы сейчас уже подрасслабились. Вначале мы так не делали. Когда только приехали, нас очень сильно запугали, что здесь действительно с этим все плохо. И телефоны вырывают просто из рук, могут остановиться резко мотоциклисты. Они прям в таком обмундировании резко останавливаются, выхватывают телефон, могут даже с оружием быть. Напасть, да. Очень часто, кстати, нам говорят, что это происходит именно с оружием. Не факт, что оно там заряженное и вообще настоящее, но чтобы припугнуть, да, это прям... Это такой Ну и можно. машины здесь в основном тонированные, потому что они могут просто подъехать, разбить стекла в машине Да, и вытащить да. сумки, телефоны Да. и все остальное. Нас как раз, когда мы только сюда прилетели, забирал вот таксист, и он рассказывал, что вот я, говорит, на прошлой неделе типа заменял стекла, потому что у меня сидел пассажир с телефоном в руках, и вот на каком-то из перекрестков выбили стекло и отняли телефон у пассажира. То есть они резко выбивают, да, и отнимают, нападают, вот, отнимают. Но я так понимаю, что это не сами аргентинцы, не местные, а ну, как бы понаехавшие, да? Да, они говорят, что мигранты. местные очень добрые, местные вообще. Да, у кого ничего не сделать. ну, нет здесь работы, заработка, и они вот так вот... еще в фавелах, вот есть вот такие районы неблагополучные, их тоже нужно просто знать и не гулять там, вообще лучше не гулять, но особенно не выходить там вечерами, Смотри, потому что... Вьетнам.
Да, потому что вечерами там вообще максимально опасно находиться. Вот. А так просто, да. И еще, то есть отбирают телефоны не то, что там, ну, во-первых, попадают в первую очередь под категорию вот таких, ну, у кого скорее всего будут отбирать, это беременные и мамочки с детьми, потому что, естественно, куда ты побежишь, да, ты же не побежишь за своим телефоном, когда у тебя ребенок, то есть мы как бы под прицелом, вот, так и даже и у мужчин, и у спортивных, накачанных парней также отбирают, и даже если вы вдвоем идете, то есть это тоже не защита никакая, то есть тут такой момент присутствует неприятно. Несмотря вот на какие-то вот такие минусы, я хочу сказать, что здесь максимально комфортно находиться. Сразу, вот как только мы приехали сюда, ну, не чувствуешь себя понаехавшим. Эмигрантом, да? Эмигрантом, да. Во-первых, к тебе все обращаются на испанском. То есть как будто бы, ну да, то есть все думают, что ты местный. Неважно там, какого цвета у тебя волосы, кожа, то есть нет такого ощущения, что вот к тебе вот как к какому-то туристу или вот что ты вот... Нет, здесь наоборот, мне кажется, очень классное отношение именно к приехавшим, понаехавшим. Ну, то есть, когда они слышат, что я на испанском не бум-бум, я начинаю на каком-то другом говорить, они улыбаются, они помогают, ну, это очень добрые люди. Да, при том, что даже в каких-то госструктурах, когда мы там делали загран, там, да, оформляли ребенку, везде, мы не зная языка, практически к рту подносим им переводчик, и они спокойно переводят. Это сколько мы на приемы ходили, да, по врачам. Также с переводчиком, пожалуйста, просто с телефоном. Да, еще вот Ой, интересно, красиво. что у них между больших домов, так часто бывает, стоит такой вот отдельный, как бы встроенный домик, это одной семьи. У них есть парковки внизу, и вот так они живут. Такие территории интересные у них есть прямо в центре города. Да, отступление. Тоже красивый домик. Да, тут их очень много красивых. Очень интересная архитектура здесь, много с колоннами, резного всего, такой, какие-то стили как-то они называются. Ну, в принципе, нравится нам очень. Ну, местами просто Европа такая. Да. Где-то кусочек Италии мы видим, где-то Франция, где-то Санкт-Петербург Точно. местами. А вообще мы хотели рассказать про вот такие маркеты Open25. Я не знаю, я назову это Вриднерио. У них есть там фрутерия, есть панадерия там, а это будет Вриднерио. У них есть магазины, смотрите, как удивительно. Нигде, ни в какой стране такого нету. Здесь только, сейчас, секунду, тут громко, жвачки. Здесь шоколадки. Здесь мороженое, разные печенюшки, конфетки. То есть это просто типа вкусняшечное. Вот, пожалуйста, пожалуйста. Все, по-моему, для детей. Газировки, чипсы. То есть здесь нет еды, здесь нет ничего полезного. Тут просто Вриднерио. Вот таких магазинов у них на каждом шагу. А вообще он выглядит очень красиво. Музычка классная, конечно, у них тут. Да. А вот такси, кстати, поехало. Такси у них тоже интересно, у них здесь есть приложение мобильное, да? Покажем? Да, покажем. Вот они так выглядят. Это вот эти черно-желтые, это городские такие такси, смотрите, как их много ездит. А еще есть просто ребята, которые бомбилы, они также в приложении есть, и они дешевле. И вот такое приложение у них есть, Диди называется. При том, что здесь все на русском. Да, тут все на русском, здесь Да. не нужна карточка, ты просто вызываешь и платишь наличкой. Ну, это очень удобно. Да. То есть как как в Таиланде там, забыл уже, как назывались, Gojek и еще там какой-то. Да, Gojek и что-то. Мгм. А еще невкусный Макдональдс. Смотри, вот вроде выходной день, и должны все, по идее, работать, а у них наоборот, вон, половина бизнесов закрыты. Да не половина, а большая часть. Вот дальше посмотреть. Да, это еще всё центр. закрыто. А если Да. дальше центра, то там вообще все закрыто, вот Да. так ставнями, И все с в другой граффити. стороны. Да, очень Да, много. то есть у нас наоборот в выходные это самая такая, ну, самые продажи, да? У нас люди Конечно. стараются заработать, и все работает. А здесь нет, типа выходной, извините, мы А тоже, здесь люди в парке мы все. тоже да, все в парке, все отдыхают. У них Да. работают в воскресенье только эти торговые центры, и там все люди. Да, ну вот это, опять же, про аргентинцев, да, это люди, которые не переработают никогда.
Они все делают крайне медленно. Если вы стоите в очереди в магазин, и там перед вами 2 человека, то это примерно 20-30 минут ожидания, как минимум. Они вообще никуда не спешат. Они У них вот, всегда сиеста и да, так далее. они не переживают ни за что. Интересный У них, чувак. В Буэнос-Айресе не зеленый сигнал светофора для людей, а белый. А еще у них расположены вот такие фармасити, то есть аптеки. И казалось бы, это просто аптека, но нет. Здесь, во-первых, продается много всего. Да, что здесь продается? Да, там помимо Косметика, все там. косметика, канцелярия, какие-нибудь там детские рюкзаки, шоколадки, то есть посуда там может продаваться. А вроде как называется аптека, да? Да, и еще пополнять сим-карту. А, еще сим-карту пополнять, да. А, еще там есть весы, и мы периодически ходим туда взвешиваться бесплатно. Да, и малого взвешиваем, Да. чтобы понять. А еще у них называется мобильная связь Claro. То есть спокойно приезжайте, берете местную симку с паспортом, с российским, например, любым другим, и потом вот так в фармасити пополняем, рублей по 800 в месяц, то есть вообще связь у них доступная очень. Вот знаешь, я еще на что здесь обращаю внимание, что здесь никто не стесняется как бы, в проявлениях любви. Все старички держатся за ручки, молодежь страстно целуется, в парках просто бывает, увидишь такую страсть. Да, прижимают к стене просто Да, и прижимают, засасывают, да, можно да, сказать. Да, да. Как-то у нас просто не принято, что ли, это, да, а здесь Латинская Америка. И у них старички такими прям старенькими выглядят, но как-то все равно они другие. Да. Вообще совершенно другие. Они как Представляешь, будто... они прям очень старенькие за руку держатся. Да, и они прям живут. Они живут эту жизнь иначе. Да, у нас как-то страдают все, Да, а у здесь нас- наслаждаются. Мне кажется, у нас в нации, вообще в нашем менталитете, по-моему, как-то принято страдать. Принято страдать, да. А здесь почему-то. принято быть счастливыми. Да, наслаждаться. Поэтому даже вот воскресенье, пожалуйста, у них там... Да какое воскресенье? У них без остановок праздники, они постоянно в парках, они да. постоянно Без бегают. конца у них какие-то танцуют. выходные дни, да. Они все время наслаждаются жизнью. Так, что у них по бензину покажу. Смотрите, получается, есть супер, это обычный, можно сказать, 95-й, вот он 1300 стоит, это примерно 120, там 115 рублей. Инфина это у них типа круче такой, я не знаю, 95 плюс такой, ультра премиум. Вот он где-то 140-135 рублей. Вот такие цены у них на топливо. Ну что, наш день подошел к завершению. Мы вам в этом выпуске очень много рассказали про Буэнос-Айрес. Вы, по сути, с нами прожили целый день. Вы узнали очень много фактов. Дальше будет еще интереснее, поэтому обязательно подписывайтесь, оставайтесь с нами, ставьте лайки, пишите нам в комментариях, давайте обратную связь, потому что это для нас самое ценное, и это нам дает мотивацию делать еще больше интересных видео и делиться с вами путешествиями, которые есть у нас, в принципе, в мире. В следующих выпусках мы вам покажем еще больше Буэнос-Айреса, ну и Аргентины в целом.